ты! Вот ты где! Я тебя повсюду ищу! Все в порядке? Выглядишь подавленным. А ты что, не помнишь, что я в прошлый раз натворил? А, ты об этом. Ну, как такое не припомнить? Я так виноват перед своей командой. Теперь из меня одного из вас сегодня исключат. Я очень боюсь, что это буду я. Ой, да не бери ты в голову. Это же всего лишь игра. Мы же не боремся за жизнь или типа того. Мы просто соревнуемся друг с другом. Ты вообще слышал, как на меня Карандаш в прошлый раз наорал? Ну, бывает, разозлился. В таком месте каждый мог разозлиться. Но просто запомни, все это всего лишь игра, ничего более. И смысл данной игры — это получить удовольствие от нее. Получить запоминающиеся эмоции и хорошие воспоминания. Просто насладиться жизнью. Для этого ведь и созданы игры. Ну, я не знаю, разве мы не сражаемся за планету? Или что там у нас? Не имеет значения, за что мы сражаемся. А вообще, я пришел сюда, чтобы провести тебя к Карандашу. Я уверен, он уже успокоился, и вы можете спокойно поговорить. Я не уверен, что это хорошая идея. Ну типа, Карандаш ни за что на свете не простит меня. И он... А вы, ребята, что здесь делаете? Я веду Карандаша к Кирычу, чтобы они поговорили. О, я делаю то же самое. Значит, мы оба выполнили свою работу. В общем, я пришел сказать, ну, прости меня за прошлый раз. Я правда не хотел, чтобы так вышло. Я думал только о том, чтобы выиграть, но не подумал о последствиях. Не, это ты меня прости. Я же накричал на тебя в прошлый раз. Просто я не сдержался. Понимаю. Знаешь, я хотел бы загладить свою вину. Каким образом? Наша команда уже выставлена на исключение. Я бы хотел одно место в пещере показать. Я его еще никому не показывал, а поэтому ты первый узришь мой секрет. Интересно. Давай скорее пойдем. Так, вставьте деталь и краткий в прорезь Йо, затем соедините конструкцию 4 с зоной X. Потом... Что делаешь? Да так, строй место для обряда исключения. Инструкция только мудреная. Кстати, раз уж ты здесь, позови, пожалуйста, остальных членов своей команды. Легко. О, неужели ты воспользовался тем подарком, что я тебе подарил на день рождения? Да, Пультыч, твой подарок действительно мне пригодился. Приветствую вас на первом исключении, ребята. Знакомьтесь, это наше место для исключения. Вау! Галстыч, где же еще двое? Точно не знаю. Может, не услышали? Я видела. Они зачем-то убежали в пещеру к Кирычу. У вас тут еще и пещера есть? Ну да. Ладно, пойду позову их. Вау, это прекрасно. Знаю, но оно еще не доделано. Мне нужно притащить больше кристаллов. В любом случае, очень впечатляющая работа. Только, прошу, не рассказывай никому. Я хочу сделать сюрприз для всех остальных. А для чего это нужно? Я еще не придумал назначение этому. Но у меня есть мысль. Сделать это нашей комнатой отдыха. Что думаешь? Думаю, что лучшей идеи не придумаешь. Карандаш, Кирыч, куда же вы делись? О, похоже, нам пора уже идти. А вот и они. Наконец-то! Вы чуть было не пропустили главное событие этого эпизода. Садитесь на свои места и приготовьтесь к преображению. В каком смысле? Позволь объяснить. В связи с увеличением бюджета нашего шоу, мною было принято решение немного тут все поменять. А именно визуальную составляющую. Вот только бюджета не хватило на преображение, а поэтому я сделаю все за кадром. Ну а теперь... узрите! Вау! Ух ты! Теперь все такое необычное и чрезвычайно красиво. Карандаш, посмотри на себя. Теперь твой кристалл стал действительно заостренным. Во имя розетки, ты прав. Как же я ждал этого момента! И он наконец настал! Теперь я не урод! Зато теперь я стал уродом. Что вообще со мной произошло? Это наказание за то, что из-за тебя мне пришлось потратить немного денег на замену кнопки. Да ладно же тебе, я же уже извинился. Да и тем более, моя команда на исключении. И так уже хорошее наказание. Ну как скажешь.
Хей, Восклицыч. У нашей команды вопрос к тебе. Это ты ответственен за данное превращение? И за изменение моих голосовых связок. Да, и моих тоже. Да, это я сделал вас красивыми. Какие-то вопросы? Да нет, все в полном порядке. Мы просто пришли поблагодарить тебя. Ой, да не за что. Ну что ж, пора проводить обряд исключения. Блин, это звучит так, будто мы какой-то ритуал проводим. Команда «Динамический взрыв». Сегодня у нас самое первое исключение в шоу. И на самом деле это немного неправильно, но уже ничего не поделаешь. Причина, по которой вы здесь находитесь, это вот это создание. Ну я уже не сержусь, я не такой, как остальные хосты. Я просто не умею бесконечно злиться на одного объекта. Мы набрали 89 голосов. Очень неплохо для начала. Погоди. Я знаток электроники, с уверенностью могу сказать, что счетчик показывает не все цифры. Да? Хорошо, сейчас исправим. Воу! Это так неожиданно. За первый эпизод мы набрали такое количество голосов. Зрители, я даже не знаю, как реагировать на это. Хотя нет, знаю. Итак, мы набрали 892 голоса. Время узнать, кто же из объектов останется в живых. И теперь объектом будет фонаричек, набравший всего 43 голоса. Ура! А разве мне не полагается какой-нибудь приз? В каком смысле? Ну, видишь ли... Все, хватит. Пора проводить исключение. Все, кто спасены, будут получать индивидуальный подарок от меня. А объект, который набрал самое большое количество голосов, будет исключен. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Однако я не был готов к такому. Знаю. Призом для спасенного участника будет кусочек меня. Что-то немного стрёмно получать свой приз. Не бойся, они у меня генерируются. Взяв эту вещь в руки, вы должны представить у себя в голове, что конкретно вы хотите. И эта точка станет этой вещью. Теперь я самая модная. Следующий участник, что спасен от исключения, это Галстыч. По голосам он недалеко ушел, набрал всего 48. Спасибо. Дальше у нас идет Карандаш, набравший ровно 60 голосов. Спасибо, конечно, но я же ведь межпространственный карандаш. Я и без этой штуки могу воплотить в реальность что угодно. Думаю, я оставлю это у себя. Давайте глянем, что пишут наши зрители. Watershain Animates говорит: я думаю, Карандаш и бывает. Он хочет убить Кирыча. Что? В смысле убить? Он вообще думает, что пишет? Да, я разозлился, потому что мы были почти у цели, но все обрушилось в одно мгновение. Я согласен с Карандашом, на его месте каждый бы разозлился. Смайл Телевизорович пишет: я проголосовал за Карандаша, очень такой злой и неадекватный. Но это совсем из ряда вон выходящее. Я же ведь не такой. Признаю, я наорал, я взорвался. Но я же потом извинился, и то это было всего-то один раз. Крейфио пишет: у Карандаша бомбануло, и это адекватно после того, так что лучше не он. Спасибо, ну хоть кто-то меня понимает. Продолжаем. Следующий... Компасик, набравший 105 голосов. Святая розетка, я спасен. Хочу новую линзу. На случай, если старая разобьется. То есть, вы хотите сказать, что остались только я с Телепортычем? Я не понимаю, каким образом я набрал так много голосов? Я же ведь даже ничего не сделал. Не беспокойся об этом. Я уверен, что это я набрал больше всех голосов. Я же провинился в прошлом эпизоде. Прежде чем мы узнаем, кто вылетает из первого эпизода, почитаем, что думают наши зрители о вас двоих. Соус пишет: я за Телепортыча, потому что мне не нравится его голос. Я даже не хочу говорить, насколько это тупо. RZ Forever пишет: голосую за Телепортыча, он может читерить в испытаниях и перемещать команду в нужное место. Нет, я честный телепортер. Я бы ни за что не стал жульничать. Да и потом, это ведь всего лишь игра. Ею надо наслаждаться, а не пытаться обмануть всех. Пиксельмен говорит: Телепортыч какой-то слишком бесхарактерный, проголосую-ка я за него. Интересно, как он это понял? У меня в предыдущем эпизоде вообще всего одна реплика была. Да и потом, я весьма эмоциональный. В прошлом эпизоде я даже отвернулся, чтобы не показывать свою печаль из-за проигрыша. Нытик.
Просто эльф из СК написал: я выбрал, чтобы исключили Кирыча, не знаю почему. Что? Это нонсенс. Это же тупо голосовать за кого-то, без причины. И наконец, настоящий Влад сказал: он заруинил катку команде. Это подлый поступок. Хей, я же не специально. Я не хотел подобного исхода событий. Я же извинился за это. Что ж, очевидно, что Кирыча ненавидит больше, чем остальных. Давайте же глянем, кто выбывает. И по результатам голосования, Кирыч исключен из нашего шоу. Он набрал 444 голоса, что составляет 49,8% ото всех голосов. То есть практически половина всех голосовавших проголосовала именно за него. Ну что ж, вот и все. Думаю, я это заслужил. Я подвел свою команду, я и понесу наказание. Карандаш, пожалуйста, закончи начатую мной работу. Обещаю, я ее закончу. Что ж, восклицатель, исключай меня. Как ты будешь это делать? Убьешь меня, посадишь в коробку для лузеров, превратишь меня в неодушевленный объект, коим я являюсь. Не, это все фигня. Я сделаю нечто получше. Сейчас ты улетишь в космос. Постой-ка. Ты не можешь его так просто запустить в космос. В космосе нечем дышать. Он просто задохнется. Объектам нужен воздух? Что ж, тогда я дам ему возможность дышать в вакууме. Готово. Ну что, Гагарин, поехали? Не забывайте меня! Отлично, он был успешно исключен. Значит, говорите, что у вас тут есть пещера? Да, она... Вау, он такой организованный. Не знал, что он так может. На самом деле, здесь не так уж и плохо. Правда, конечно, если ты умеешь дышать. Ну, здравствуй. Я придумал гениальную шутку. Опять твои шуточки? Да, опять мои шуточки. Hey guys, for a prank. Нарисуйте на этой точке мордашку. И бум, вы получите нового ведущего. Точич. Я что, возвращаюсь с оператором в шоу? Конечно нет, ты нам пригодишься для второго испытания. В каком смысле? Он будет судьей для второго испытания. Сегодня вам нужно будет найти кристалл. Да не абы какой, а самый-самый. Принесите его Кирычу, а он будет оценивать вашу находку по размеру, яркости и многогранности. За каждый параметр можно получить до 10 баллов. В конце все баллы суммируются. Команда, набравшая большее количество баллов, победила. А почему именно я? Так ты же хорошо разбираешься в самоцветах. Кого же я еще могу об этом попросить? А как ты это понял? Все вопросы потом. А нам пора начинать. Поехали! Итак, команда, каков план? Ну, я могу попробовать спросить у Кирыча, где лежат самые лучшие кристаллы. Слушай, Кирыч, а ты можешь сказать... Никакого жульничества. А, ну, нет так нет. Окей, ребята, нужен новый план. Я слышал, что алмаз находится на координатах Y12. Ну, максимум, что я могу предложить, это обогнать другую команду и идти в самый угол пещеры. Тогда так и сделаем. Давайте складывать найденные драгоценности в корзиночку. Зачем? Ну а в кого еще нас складывают сокровища? Может, придумаем что-нибудь получше? Знаете, тут немного темно. А что мешает фонаричек просто включить себя и тем самым добавить света? А ты что, забыл? Она не тот фонарь, который светит. А, да, забыл, прости. Ребят, простите, но я дальше не пролезу. Мои размеры не позволяют этого сделать, а пещера сужается с каждым шагом. Я лучше поищу какой-нибудь камень, что лежит снаружи. Так, ну значит опять мы проиграем.
Почему ты так думаешь? А знаешь, может я не прав. Давай-ка наберем крутых камней. Не вижу в этом испытании ничего сложного. Эй, народ, нам давно пора собирать камушки. Да, ведь он прав. Надо поторопиться. Другая команда нас уже обогнала. Мы закончили. Что ж, давайте посмотрим, какие камушки вы принесли. А ты не сразу будешь говорить набранные баллы? Не, Восклицыч мне сказал, что итоги будут подведены после того, как все найдут свои камни. Ну, какой камень выбираем? Мы ищем камни? Ну что ж. Я уверен, динамический взрыв забрала себе лучшие кристаллы, а нам ничего не оставила. Ребята, там находятся другие камушки. Давайте их возьмем. Они выглядят весьма подозрительно, но кого это вообще волнует? Скорее берите и идем обратно. Восклицыч, мы принесли кристаллы. Что-то вы долго, ребята. Но я не сержусь. Складывайте камушки на стол. Что ж, в то время, пока Кирыч подсчитывает очки за кадром, я бы хотел поблагодарить вас всех за то, что вы нас смотрите. Я действительно не ожидал, что шоу с самой первой серии взлетит. А вот, кстати, и наши зрители. Ну, или же сабовые объекты, как кому удобно. Ну что же, а теперь время вывести результаты на экран. Что? Барабанной дроби не будет? Нет, наш барабанщик заболел. Итак, по результатам очевидно, что команда Динамический взрыв вновь выставлена на исключение. Ха, да. Телепортыч, почему у тебя баллы выставлены по нулям? Лазерыч подножку мне подставил и отобрал мой кристалл. А найти новый я не смог. Погодите минуту. Я вот тут заметил, что кристаллы команды будет просто супер, не такие яркие, как у динамического взрыва. А еще почему-то с них краска сползает. Да ты прав! Как я этого не заметил? Все кристаллы на самом деле просто перекрашенные камни. Что? Но этого не может быть. Откуда перекрашенным камням взяться в пещере? Эй, друзья, я придумал новый пранк. Возьмите горстку обычных камней, перекрасьте их и бум! Вы теперь можете надурить своих соперников этими камушками. Уверен, что я и Блоки были бы отличными напарниками. Что ж, это потрясающий ход. Будет просто супер, ваши очки аннулированы. А это значит, что вы выставлены на исключение. Ну, Галстыч, я тебе это припомню. Это тебе за то, что ты обижал моего друга Телепортыча. Да и тем более, это всего лишь игра. Спасибо, что заступился за меня. А вот и голосование. Правила все те же. Голосуйте за того объекта, который заслужил быть исключенным из шоу. Для голосования перейдите в Google документы и выберите того, кого хотите исключить. Голосование закончится через неделю, а поэтому не торопитесь и обдумайте все как следует. Стоп. Кто нарисовал лицо на моей дочке? Слушай, а разве тебя не должны были исключить? Ну, типа, выбросить в космос?
Ну, вообще, должны были, однако, воскликнуть. Разрешил мне еще немного посидеть тут, пока я не отправлюсь покорять глубины космоса. Кирыч, ты там скоро? Ну еще 15 минут. Мне еще столько надо обсудить с карандашом, пока я окончательно не улетел. Ну хорошо, но это в последний раз.